Опа, заработало. Отлично. Ну что, всем привет. Вот снова офисные часы, не прошло и месяца, и сегодня мы с вами будем разговаривать, наконец-таки, на русском языке по поводу менеджмента, управления собой и другими. У нас с вами где-то час времени, либо до скончания вопросов. Посмотрим, что раньше наступит. Я думаю, что 3 часа болтать не будем, но при этом на все вопросы постараюсь ответить, конечно. Так, ну что, пойдем по порядку. Пока вопросов не очень много, может быть, это означает, что отстреляемся и раньше даже. Кстати, пишите, если вдруг будет плохой звук, попробую настроить микрофон. Но пока вроде работает. Так, ну так вот, что у нас там? Еще с прошлого стрима, да, в самом конце прошлого стрима кто-то из вас спросил, а почему так часто рассказываете про всякую бизнес-аналитику и не рассказываете про менеджмент? Хороший вопрос, но тут два ответа достаточно очевидных. Первый – это то, что у нас курсы заточены под аналитику, и нам все-таки интереснее рассказывать то, что нам ближе. Соответственно, у нас есть курс бизнес-аналитики, который мы сейчас проводим с корпоративными товарищами. Мы про него с радостью рассказываем и рассказываем там какие-то еще полезные вещи вокруг и около бизнес-аналитикс. Вторая причина в том, что я пока не так много вам могу рассказать про менеджмент, как я могу рассказать про бизнес-аналитику. Ну, потому что, понятно, бизнес-аналитикой я занимался достаточно давно в McKinsey, потом еще преподавал ее здесь, отчасти тест, отчасти аналитику в рамках FLES, поэтому у меня, конечно, набрался некоторый опыт, который я могу вам передать. С менеджментом немного по-другому, с менеджментом у меня пока не так много опыта. У меня был некоторый менеджерский опыт в McKinsey, но совсем небольшой, по сути, когда нужно было менеджить подрядчиков, либо когда нужно было управлять там, не знаю, небольшой командой из ресерчеров и дизайнеров. И опыт в Флесе тоже, где у нас команда не сильно большая, пока там 3 человека full-time, там part-time еще там человек 7. В принципе, здесь нет необходимости какие-то крутые инструменты менеджмента использовать, поэтому не то, что я сильно много что могу рассказать. Тем не менее, я могу рассказать некоторые полезные вещи, которые затрагивают скорее не навыки технического менеджмента, типа как все построить, там, применить agile или не agile, а скорее понимание себя и понимание людей, с которыми ты работаешь, и ориентация на них. И на основе этого уже попытаться менеджить. Это вот работает хорошо для небольших команд. Для больших, очевидно, нужны какие-то более крутые менеджерские технологии, которые там, например, преподают, видимо, в бизнес-школе, куда я в итоге не пошел, либо которые нарабатываются годами с опытом. Пока что я это затрагивать не буду. Когда будет о чем рассказать, я думаю, я там с радостью тоже расскажу. Дальше вопрос. Хотелось бы знать про agile как философию в управлении. Положительные и отрицательные стороны, что реально работает, а что лишь красивые слова для статей и докладов. Опять же, вернусь к тому, что agile как таковым, вот прям как-то тоже их статей и докладов я никогда не пользовался, поскольку не было необходимости. Был опыт разработки небольшого программного обеспечения, был опыт разработки курсов, конечно, там, разработки сайта и прочих каких-то задач в рамках FLES, но как такового жесткого agile по каким-то конкретным шагам использовать не было необходимости. Главная вещь из agile, которую я подчеркнул и которая мне очень важна и сильно помогает, это то, что нужно действовать быстро. Нужно делать быстрые итерации, небольшие изменения и смотреть, как это работает, насколько помогает. Не ждать, пока твой продукт будет готов до конца, и потом уже на основе него что-то решать. Нужно делать небольшие такие baby steps и смотреть на их результаты. Работает хорошо, не работает – меняете, потом опять меняете, потом опять меняете и так далее. Таким образом, мы не потратим кучу времени на разработку какой-то фигни, которая нафиг никому не нужна, а эту ошибку часто делают даже опытные команды, на самом деле. Я не буду в детали вдаваться, но у меня есть друзья, которые с этим ошибались. Возможно, и мы когда-нибудь с этим столкнемся, но пока старались обходить вроде. И, кроме того, гораздо меньше ресурсов тратится на каждый конкретный маленький шажок. Поэтому небольшими ресурсами можно двигаться достаточно эффективно. Эта же практика пропагандируется и всячески продвигается много где и в крупном бизнесе, не только в IT.
Например, опять же, то, что мне друзья рассказывают, фармацевтические сети в США используют agile даже для внедрения каких-то своих новых пилотов, проверки каких-то гипотез. Вот. Выбирают просто конкретный один магазин или там небольшое число магазинов, по сравнению с огромной сетью небольшое число. И на них тестируют, что работает, что не работает. Потом делают выводы. Поэтому, если работает, круто, можно дальше расширять. Если не работает, потратили денег немного и быстро поняли, что не работает. Гипотезу проверили. Вот прекрасно. В принципе, вот этот подход очень сильно похож на консультантский подход, где у нас есть какая-то гипотеза, которую мы все время тестируем относительно данных. Но единственное отличие, наверное, в том, что все-таки у консультантов это больше работа с данными и больше такое кабинетное исследование. Тогда как в Agile, будь то разработка, будь то, в принципе, работа команды, нужно больше делать ручками, не только гуглить информацию в интернете, но и делать, проверять и смотреть, как работает. Так, дальше смотрим. Про оценку сроков собственных проектов, в особенности сроков проектов разработки. Это сложный вопрос. Я думаю, что качество оценки сроков приходит с опытом. Мне здесь помогает два правила. Первое правило – это under promise и over deliver. И это касается не только себя, но и других. То есть нужно обозначать свои сроки так, что ты выполнишь задание, даже если все пойдет очень плохо. Неожиданно для тебя и случится какой-то косяк, который ты не предвидел. При этом, если ты сделаешь быстрее, то круто, то это получается либо дополнительный плюс тебе, либо сэкономленное время и тому подобное. Вот отлично работает в том же консалтинге. Сказал, что сделаешь проект за, не проект, там кусок работы за 1,5 дня, по факту делаешь за день, и показываешь раньше результат, и делаешь еще что-то больше, дополнительную проверку какую-то внедряешь, и все этим довольны. Так, сбился с мысли. Ну вот, я рассказывал про то, что... Да, я рассказывал про первый подход, что нужно under promise и over deliver. И второй подход – это обычно вот то время, которое ты планируешь, и старайся планировать его достаточно консервативно, а не так, что я сейчас быстро все успею, у меня все получится. Так не стоит делать. И вот это время, которое консервативно планируешь все успеть, берешь и умножаешь на 1,5. И вот если, умножив на 1,5, у тебя получается какой-то результат, вот его берешь и используешь потом. Его используешь во всем планировании, его передаешь, например, подрядчикам и всем прочим людям. И на него ориентируешься. То же самое на самом деле стоит использовать, когда работаешь с командой. Нужно хорошо знать свою команду и людей, с кем ты работаешь, и понимать, что если человек заранее закладывает какой-то margin of safety уже в те оценки, которые он сам дает, то вы понимаете, окей, можно рассчитывать, что к этому моменту времени, который он обозначил, он действительно все успеет рассказать, все успеет сделать. Бывают же люди, там, чуть менее опытные с точки зрения планирования, они, наоборот, оптимистично все смотрят, думают, окей, там работа на 2 часа, но если я поднажму и вот тут постараюсь быстро сделать, вот тут все хорошо пойдет, я сделаю за час. И вот они говорят, что справятся за час, и за час не справляются. И это особенно плохо бывает, если от их работы зависит еще какая-то работа ваша, возможно, вашего клиента. Вот тогда есть смысл заранее подумать, окей, вот, допустим, Петя, воображаемыми, допустим, Петя решил, что сделает работу за час. Я знаю, что Петя эту работу за час не сделает. Я не буду с ним спорить, но я заложу времени 1,5 часа, а то и 2 часа. И на основе этого уже буду планировать и буду разговаривать уже с другими людьми, кто от меня зависит, например, с тем же клиентом. Потом проходит час. Я понимаю, что Петя не сделал работу. Я ему напоминаю: Петь, сделай, пожалуйста, работу, ты же обещал. Он говорит, ну да, конечно. Я не налегаю на него, я понимаю, что, скорее всего, он просто ошибся в расчетах. Через 1,5 часа потом ему тоже напоминаю, и там за 15 минут до дедлайна опять же тоже ему говорю, ну что, давай все, давай убедимся, что все у тебя готово. Я сажусь, и тогда уже мы жестко с ним доделаем, если он что-то не успел. Но, скорее всего, он уже успеет, поскольку первый раз, когда сорвал срок, человек понимает, что надо поднапрячься. И вот это вот сильно помогает. И это помогает не только мне, это помогает и команде, которая учится на том, что, окей, нужно правильно оценить свои сроки, нужно обещать так, чтобы обещание выполнил любой ценой, но при этом не нужно давать обещания, которые у тебя не получится выполнить, поскольку грош тогда и цена. А нам нужно, чтобы наше слово дорого стоило, и не только нас как руководителя, но и каждого члена нашей команды.
Вот это с точки зрения сроков. Еще хотел вам рассказать одну очень интересную мысль, пока вопросов не вижу, про менеджмент. Опять же, поскольку я сам изучаю этот вопрос, и я не так много еще знаю, я стараюсь черпать полезные вещи из книг. На меня большое впечатление, большое влияние оказал Уоррен Баффет, которого я глубоко уважаю и всячески стараюсь использовать его мысли, даже несмотря на то, что моя деятельность в принципе не инвестиционная. Хотя, наверное, по большому счету, инвестиции времени – это тоже инвестиции денег. Деньги даже дороже, чем деньги. Ну так вот, Баффет как раз утверждает, что нужно собрать супер крутых людей и практически не менеджить их, а то есть просто все им делегировать, а потом раз в год смотреть их результаты. Это отличный план, но он работает уже, когда ты Уоррен Баффет. Когда у тебя компания на $1 миллиард, если быть точным, там, не знаю, несколько сотен миллиардов долларов, Баффет, конечно, но неважно, и когда у тебя уже состоявшаяся большая крутая команда. И тогда действительно ты уже сам взрослый, очень крутой, опытный человек, и ты работаешь с другими крутыми людьми, которые быстро все делают и которым ничего не нужно объяснять. В молодой команде, которую ты только собираешь с нуля вот в рамках стартапа или малого бизнеса, это не так. Вы пока все вместе учитесь. Собственно, и я учусь как руководитель, и моя команда учится в рамках своих задач. И, конечно, сказать, вот я вам все делегирую, а вы совсем все разбираетесь, будет неправильно, поскольку у людей будут свои какие-то сложности, которые они не смогут вовремя правильно коммуницировать, и у нас могут случиться какие-то факапы, конечно. И такое бывало там в небольшой степени, когда я понимал, что окей, вот я полностью делегировал работу человеку и сказал, все, я не буду париться, а потом оказывается, что нужно все-таки посмотреть и вместе с человеком разобраться и помочь решить какую-то проблему. В общем, абстрагироваться от работы и сказать, делайте все сами, это плохой прием менеджмента. Это, по сути, такое объяснение, как я могу просто ничего не менеджить, а думать, что менеджить и делегировать. Нет, так не работает. Менеджить нужно, но при этом, конечно, не нужно микроменеджить. То есть если обсуждаешь с человеком каждый его шаг, а теперь сделаешь то, а теперь сделаешь это, а теперь сделаешь вот это, и ставишь ему цели по несколько раз в день, это плохой подход, далеко он вас не уведет. И меня тоже далеко не уведет, но, к счастью, у меня такого не было. То есть мне с командой достаточно обсудить цели, а потом через некоторое время проверить результаты, обсудить, какие бывают затыки, в чем есть сложности. Если нужно, вместе посидеть и подумать, как с этими затыками разобраться, с этими bottlenecks. И вот вместе мы разбираемся, и, собственно, в этом-то и моя ценность как руководителя, что не просто я там хожу и раздаю указания, а вместе с другими решаю проблемы. Вот есть проблема какая-то по маркетингу, мы берем вместе на нее смотрим, обсуждаем, придумываем, что делать, устроим такой брейнсторминг. Придумали какое-то решение, начинаем реализовывать. Есть проблемы какие-то по разработке курсов. Вот берем вместе и смотрим. Есть там, допустим, студенты чем-то недовольны. Вот мне нужно также сесть и смотреть вместе с преподавателем, изучать фидбэк студентов. И потихоньку, полегоньку оттуда дорабатывать. В итоге получается, что, конечно, обойтись без менеджмента не получается. Получается, не получается. Прошу прощения за тавтологию. Без менеджмента не обойтись. Я пока не Уоррен Баффет, не знаю, стану ли, и вообще это на самом деле не важно. Когда начинаешь работать в большой компании, тогда менеджить, может быть, стоит уже поменьше. Хотя многие топ-менеджеры этого не знают, к сожалению, даже в наших компаниях. Но не важно. Но при этом не нужно заменеджить людей, микроменеджмент тоже никого нисколько не радует. Нужно находить золотую середину. Где она находится, зависит от каждого конкретного вопроса, это супер нелегко, это приходит с опытом, у меня пока опыта этого еще не очень много, думаю, что у вас, может быть, тоже еще не очень много, у кого-то чуть больше, у кого-то меньше, но, в общем, просто нужно набраться терпения и стараться смотреть каждый раз, где ты косячишь в менеджменте, где ты хорошо делаешь, и учиться на своих ошибках. Это не страшно, хуже не учиться, чем учиться на своих ошибках. О, отлично, посыпались вопросы, я этому очень рад. Так, добрый вечер, с прошедшими. Спасибо, Кирилл, тебя тоже. Да, всех с праздниками, на праздниках особо не виделись. Так, несколько вопросов по списку. Правда, что многие выпускники MBA идут работать продакт-менеджерами, и для этого не нужно разбираться в технологиях? Интересный вопрос. Я недавно беседовал об этом как раз с другом из Стэнфорда, с Максом Сапожниковым. Вот он утверждал действительно так, что на MBA ты можешь учиться и потом пойти на продакт-менеджера, и, в принципе, ну, как не разбираться в технологиях, не нужно писать, например, на плюсах.
Не нужно сильно разбираться в питоне. Алгоритмы, ну, тоже не то, чтобы сильно нужно знать. То есть какой-то примитивный код вы можете написать, но это не уровень разработчика нисколько, это и даже не уровень шада, в котором я сейчас копаюсь. Да, такое мнение я слышал. Но при этом мнение того же Макса про то, что попасть на такие позиции очень непросто. И все ребята с MBA, конечно, сейчас хотят пойти в IT. Как раньше когда-то хотели идти в инвестбанки, потом хотели идти в консалтинг, сейчас модно в IT идти. В IT и в венчур, наверное. И, конечно, конкуренция очень большая. И чтобы эту конкуренцию выдержать, нужно и в бизнесе шарить, и в технологиях тоже шарить хорошо было бы. Потому что собеседовать вас будут, возможно, с большой степенью вероятности, бывшие программисты. Если вы хотите с ним найти общий язык, конечно, лучше обоим понимать, там, не знаю, как пишется красно-черное дерево, чем прийти на собеседование и не знать, я не знаю, там, какую-нибудь, как сортировку написать. В общем, действительно, я слышал такое мнение, но я пока не уверен, что это правда. Я хотел бы пособирать еще таких мнений и посмотреть, что люди говорят. И на основе этого уже сказать. По сути, для продакт-менеджмента, наверное, важнее бизнес-навыки, чем айтишные навыки. Но при этом важно уметь разговаривать с разработчиками, особенно с тимлидом. Собственно, он и будет гонять разработчиков своих, вам это не нужно делать. Но разработчики – это все-таки совершенно другой способ мышления, не такой, как у людей из бизнеса, не такой, как у тех же аналитиков, и не такой, как у, тем более, каких-нибудь гуманитариев. К этому нужно привыкать, это нужно понимать, и к этому нужно как-то пытаться подходить. Поэтому я бы сказал, что если у вас есть возможность как-то немножко поразбираться в программировании, лучше поразбирайтесь. Возможно, это не станет брейкпоинтом, а может быть и станет. Я надеюсь, я вам поподробнее расскажу чуть позже, когда сам побольше узнаю. Так, привет, как успехи в Шаде? Да, привет, успехи в Шаде хорошо, скоро про это выложим видео. Если кратко, на пятерке сдал все, кроме Ленала. Ленал отложил на февраль, то есть там Ленал у меня пока не зачет, получу максимум зачет. Отложил, потому что у меня не было времени из-за работы в декабре. К сожалению, приходится понимать, там, что важно, что не важно, флес у меня в приоритете. Но я думаю, что вот сейчас как раз я сегодня поговорю с вами, завтра начну ботать, вернее, продолжу уже там теорию по боту, мне теперь нужно будет только ее там задачки сделать, но думаю, к февралю я сделаю, поэтому надеюсь, что не вылечу. В общем, если Ленал заботаю, то не вылечу, и все будет ок. Но если вылечу, расскажу вам, будет грустно, конечно. Так, Кирилл пишет дальше. Чем может заниматься выпускник топ-школы с бэкграундом в ИБ или консалтинге в Амазоне или в Гугле? Стратегия. Может быть, также operations, какой-нибудь operations manager. Таких достаточно много, я слышал истории, и вполне себе люди довольны. Работаешь в Амазоне, зарплата хорошая, живешь в долине, всем наслаждаешься, ну и классно. Очень круто еще работать в стратегии. Я не помню, как точно называется этот департамент, но типа corporate strategy, по-моему, что такое. Обычно команда небольшая совсем, туда не просто попасть, потому что многие MBA ребята как раз и хотят туда пойти, но работа там интересная, по сути, как консалтинг, только в рамках Амазона. Амазон сам к McKinsey вряд ли пойдет. А аналитика ему тоже нужна. И вот как раз после MBA у вас вполне отличная возможность там развиваться и потом расти в рангах достаточно высоко. Вряд ли, конечно, вы Джеффа Безоса замените, если только он не уйдет разбираться в своих личных делах. Ну, не будем об этом. Но дорастете вы достаточно высоко. Поэтому это отличный вполне вариант. Так, дальше. Мухит пишет. Так, Салем, как поживаешь? Нормально, спасибо. Знаю, что не в тему, но все же часто встречал в статьях упоминания про знание бизнеса. Что под этим имеется в виду? Знание производственных процессов компании, либо знание рынка? Ну, смотри, знание, по сути, как рынок функционирует, а именно, какие есть игроки, какие есть сегменты, если есть value chain, из чего состоит value chain, кто является покупателем и кто является потребителями, экономику покупателя, потребителя, там, зачем, на что ориентируется потребитель чаще всего, что для него важно, продавец, на что ориентируется, какие у него косты, какая у него маржа и тому подобное. То есть насколько больше вы сможете рассказать про то, как рынок действует, чтобы иметь интуитивное понимание,
зависимостей и возможность тестирования каких-то гипотез. Чем больше можно так рассказать, тем лучше. Вот этого есть, по сути, понимание бизнеса. Оно очевидным образом нарабатывается, если вы в этом бизнесе как-то работаете. Будь то в корпоративном сегменте, в стартапах, как частный консультант, как консультант в консалтинг-компании и тому подобное. Вы все это нарабатываете. Если этого нет, пока опыта такого нет, то я думаю, что есть смысл. Бизнес-школа помогает здесь. Здесь помогает наш курс по бизнес-джаджмент, кстати. Он, правда, больше заточен именно на консалтинг, как подготовить бизнес-джаджменту для консалтинга, но там вполне себе хорошо работает. Либо просто потихоньку набираться опыта, постепенно вы будете лучше понимать, как разные отрасли работают, особенно те, в которых вы сами работаете. Так. Дальше. Дима пишет. Про делегирование от Баффета. Это, как правило, работает, когда ставишь функционального директора или начальника подразделения. Рядовой сотрудник, он на то и рядовой, его надо смотреть. Ну, пожалуй. Но у меня как? Поскольку у меня и рядовые сотрудники, это то же самое слэш начальники подразделения. Вот получается, что человек, который занимается продакшеном, вот Ваня, Вань, привет, он и монтирует, и снимает, и планирует, и режиссер, и как швейцарский нож, все в одном лице. И постепенно такие люди вырастают потом в начальников подразделений, а потом в начальников компаний и тому подобное. Движение почти всегда идет снизу вверх. Не бывает такого, что ты пришел и сразу начальник. И постепенно навык работы, когда тебе делегируют задания, и ты совсем справляешься, он приходит к таким людям, но тоже с опытом. То есть все мы набиваем шишки, я набиваю шишки, мои ребята набивают шишки, и постепенно делегировать можно все больше, больше и больше. Важно начинать это делать как можно раньше, поскольку иначе люди привыкнут к тому, что ты везде увлекаешься, все делаешь сам, и будут зависеть от начальника. И вообще, то есть всякая культура будет построена в зависимости от начальника, что он скажет, возьми бочки затычки. Вот такая проблема, насколько я могу супер издалека понимать, что-то подобное говорят про Илона Маска и Теслу. Вот там, что вот он во всех вопросах разбирается, везде копается и супер не любит делегировать. Но непонятно, насколько можно долго протянуть так работать. Но если ты готов работать, пичкать себя всякими таблетками, работать типа по 120 часов в неделю, то окей. Но я точно не готов работать по 120 часов в неделю, я хочу баланс в жизни, так что я получал удовольствие от того, что я делаю, а не ненавидел все и всех, и потом ругался на всех в Твиттере. Поэтому делегировать лучше учиться как можно раньше. Набивать шишки, если нужно возвращаться в работу и быстро менеджить людей, помогать разбираться с проблемами, но лучше делегировать, чем не делегировать, скажем так. Дальше идем. Света пишет. Так, добрый вечер. Как перейти от статуса работника, который занимается операционкой в менеджеры, когда руководитель понимает, что он не может отказаться от тебя как от операциониста? Хороший вопрос, и мне кажется, что это ключевой вопрос, с которым вообще мы все сталкиваемся, и сталкиваются сейчас или столкнутся в ближайшие годы большинство людей, кто смотрит этот канал. Как перейти от крутого исполнителя к управленцу, когда все знают, что ты крутой исполнитель? Сложный вопрос, я не уверен, что я могу дать однозначный ответ, что сделайте так, и будет вам счастье. Поможет несколько вещей, на мой взгляд. Я вижу здесь две таких, которые сразу мне в голову приходят. Первое – это то, что нужно с руководителем обсуждать этот вопрос, и нужно давать понять, что ты хочешь расти, хочешь дальше развиваться. Руководитель тоже понимает и будет стараться идти навстречу. У него или у нее, конечно, есть свои какие-то ограничения, что нужно работу делать, и там всем руководить не получается, скажем так. Да, но при этом, если руководитель ценит себя как классного сотрудника, то руководитель будет прислушиваться к тому, что ты говоришь. Если ты хочешь профессиональный рост, тебя все-таки будут слушать, хороший руководитель будет слушать и как-то стараться это учесть. И вторая тема – это то, что нужно начинать брать на себя работу управленца, руководителя еще до того, как вы стали управленцем. А именно коучить младших сотрудников, выступать в качестве ментора, такого старшего коллеги. Примерно как работает
ну, например, ассоциат в консалтинге. Вы менеджете людей, у вас свой стрим, но при этом бывает, что вам на стрим дают какого-то еще новичка, такого подавана, интерна или еще кого-то, и вот вам нужно там уже проявить себя хорошо как менеджера, помочь человеку разобраться, там, что к чему, дать ему фидбэк, дать ему объяснить, где у него косяки, научить его работать и тому подобное. То есть выступать в роли такого лидера неформального. И когда вы некоторое время выступаете в роли такого неформального лидера, начальник понимает, что он не может от вас отказаться как от менеджера уже, а не как от операциониста. У вас есть команда, которую вы воспитываете потихоньку, полегоньку, у вас есть люди, которые реально у вас учатся, и вы больше начинаете приносить пользу как менеджер. Ну вот он и происходит, этот переход от операциониста к менеджеру. Конечно, это не всегда очевидно, зависит от конкретного кейса, а кроме того, есть еще сложности с тем, что нет там задач под менеджмент, под вас, например, сейчас, и тому подобное, да, я понимаю. Но, в принципе, вот на такой исход, на такую динамику можно рассчитывать, я бы вот так действовал. В всяком случае, я так старался действовать, когда сам работал в консалтинге. Так. Дальше смотрим. Что лучше, магистратура или 2 года опыта? Смотря где, но чаще говорят, что лучше 2 года опыта. Особенно если почитать, например, ту же переписку в ОДС про Data Science, ребята там вечно советуют опыт. Тут есть некоторый drawback, что называется, есть некоторый минус такого. Все-таки магистратура, она дает какое-то систематическое мышление и дает какой-то теоретический каркас, на который вы можете потом вешать практику. Бывает, конечно, что такой каркас излишний, и огромная часть каркаса, она вам даже не нужна. Но окей. Но с другой стороны, бывает, что этот каркас помогает организовать, как все работает. И это здорово. Я думаю, что зависит от ваших предпочтений. Если вы хотите еще поучиться, послушать теорию, а может быть еще и поучиться где-нибудь за границей, для меня, например, огромный плюс был в магистратуре то, что я жил за границей, в Италии, в Америке, посмотрел, как другие люди живут, почувствовал себя как таким, ну, окей, гражданином нельзя сказать, но человеком, живущим в другой стране, понял, что мне нравится, что мне не нравится, и это на мое мировоззрение тоже повлияло, мне кажется, помогло мне несколько повзрослеть. Если бы я пошел сразу работать, у меня не было такого опыта, и я бы все хотел бы пожить за границей, и тогда бы я, наверное, больше хотел на MBA ехать, чем сейчас, когда я уже пожил за границей, мне этого хватило. Поэтому вот если это для вас фактор, например, то магистратура лучше. Если вы рассматриваете магистратуру не за границей, а где-нибудь в России, и думаете, а может быть лучше пойти работать, может быть лучше пойти работать. Скажу одно, совмещать хорошую магистратуру с работой не получится. Та магистратура, которая совмещается, она обычно не очень клевая, и тогда вот на нее лучше вообще время не тратить. То есть если у вас есть выбор между работой и работой плюс магистратурой, которая совмещается с работой, лучше выкинуть нафиг эту магистратуру и просто работать, а оставшееся время потратить на более качественную работу, либо на то, чтобы отдохнуть, набраться сил и провести как-то более качественную свою жизнь. Так, в магистратуру какого универа стоит идти после ШАТ, чтобы дальше прокачивать навыки в науке? Рассматриваем не только российские универы. Я не уверен, что в магистратуру надо идти. После ШАДа, я думаю, стоит идти в аспирантуру уже. Но поскольку в магистратуре большинство, которое ты пойдешь, ну, ты ничего нового не узнаешь. Даже вышка, клевая магистратура по computer science, даже там не думаю, что сильно больше будет, чем после ШАДа. Тем более в других странах computer science, который там рассказывают в том же Стэнфорде, я не думаю, что он более продвинутый, чем ШАД. Ну, в каких-то аспектах, но, видимо, очень такой marginal, не сильно. Вот в аспирантуру подаваться, особенно в Америку, я думаю, что запросто. И там про ШАД слышали уже за последние годы, и будет шанс неплохой. Вот обычно люди так делают. Магистратуру не советовал бы. Ну, во всяком случае, я так скажу. Может быть, про это Стас, кстати, что-то скажет. Спросите его в среду. В среду у нас будет стрим со Стасом Федотовым, это куратор ШАДа, великий и могучий. И вот у него как раз можно будет про это узнать.
Дальше что? Учусь на 4-м курсе на экономиста-международника и работаю селзом в небольшой ИТ-компании в Украине. Хотел бы в будущем связать жизнь с инвестбанками. Можешь дать совет, как можно стартануть? Блин, вот это сложный вопрос, потому что инвестбанки сейчас плохо берут вообще к себе на работу. Особенно вот в нашем постсоветском пространстве. В Украине, по-моему, инвестбанки вообще мертвы. В России они скорее мертвы, чем живы. После санкций многие поуходили, и толком работы особо нет. Можно пытаться идти в Лондон, там все пока живо, или в другие страны, но они рассматривают обычно людей, кто учится где-нибудь в Европе, желательно в каком-нибудь универе, который они так знают. Наши постсоветские универы они не очень любят. Поэтому прорваться туда проблематично. Честно скажу, скорее в IB не попадешь, даже если ты там супер клевый чувак или девушка, просто потому что не берут сейчас. В России не берут, а за границей... И вот, может быть, знаешь, вот если ты пойдешь учиться в магистратуру... Про магистратуру. Если ты пойдешь учиться в магистратуру за границу после своей текущей магистратуры, 4-го курса, извини, и там ты активно поработаешь в инвестбанке, ты сможешь пройти. Вот у меня такое было, меня звали на собеседование, которое я успешно зафакапил, а вот мой друг Алекс Наумов не зафакапил, в прошлом году с ним интервью как раз снимали, кстати, посмотрите, и он сейчас успешно работает в Морган Стэнли, уже, по-моему, то ли вице-президент, то ли еще кто-то, ну, в общем, уже такой крутой чувак. Магистратура сильно помогла. После МГИМО сходу вряд ли бы меня рассматривали в Лондон или его рассматривали бы в Лондон, а с магистратуры запросто. Поэтому иностранная магистратура, я думаю, что your best bet, скажем так. Так, дальше пишет Гульнур. Здравствуйте, насколько магистратура в топовом вузе в Германии эконом котируется в топ MBA в США? Ну, смотря что за топ-вуз и что за топ-универ. Вот, я думаю, что котируется, но важна не только магистратура, важно еще и опыт работы потом. При прочих равных, конечно, полезно иметь магистратуру зарубежную. То есть, например, вот Бакони– это хорошая магистратура в Италии, где я учился. Она котируется в бизнес-школах, и вот Стэнфорд вполне себе про нее знает. Видимо, если ты учишься... Сейчас, какой же там крутой универ в Германии? Сент-Галлен – это Швейцария. Германия, не вспомню, ладно, неважно. Ну, в общем, это будет котироваться, скорее всего, поскольку это международный опыт и нормальная такая программа обучения, где ты ботаешь, а не фигней страдаешь. Это важно, но при этом важно потом набивать шишки и опыт работы в каких-то прикольных компаниях интересных, которые котируются у MBA. И кроме того, еще занимаясь чем-то таким интересным дополнительным, то, что называется second profile. Посмотрите видео Томаса Хулберта про это, MBA War Room. Там он рассказывает про second profile активно. Там, в общем, важно, чтобы у вас была не только работа. А пока у вас магистратура и нет еще даже работы, пока до MBA еще рано. Нужно, конечно, просто выстраивать свой путь, вот, и к MBA он приведет чуть позже. Так, и какие еще вузы посоветуете для магии? Для магистратуры какие еще? Смотря чем заниматься. Если в России экономика, РЭШ клево заходит, очень классно. Если технические какие-то вещи, то это МФТИ в России классная. Вышка тоже хорошая, очень сильно прокачалась в последние годы. Если заграничные магистратуры, то Сент-Галлен, Бакони, ЛБС, ЛСИ, ХЕК, в Париже, так, что там еще в Париже было? Я сейчас не вспомню. Все, что-то пока в голову больше не приходит, но в целом вот самые знаменитые 1-2 вуза в каждой стране, они очень хорошо будут для магистратуры, в том смысле, что пахать вам там придется немало. И много всего узнаете полезного. А это как раз то, что котируется потом, куда бы вы ни пошли, работать или учиться дальше. Так, какие еще вузы? Так, вуз окей. Так.
О, у нас круто, много всяких прикольных комментариев на английском, но они немножко не в тему. Ладно. Разве имея лишь степень бакалавриата, можно пойти в аспирантуру? Да, в Америке, да. В Америке не нужна магистратура. В Америке магистратура – это часть аспирантуры. То есть первые 2 года аспирантуры – это магистратура как раз. Ну вот как я учился в Америке, например, 2 года. Ну, у меня год был там по обмену, если бы я остался, вот у меня 2 года была бы эта степень AMA, была бы магистерская. И потом еще 3 года – это полноценная аспирская степень. Поэтому, да, запросто. Вот в Европе, по-моему, не так, там нужна магистратура, там это как-то разделяется. И плюс в России, конечно, да, отдельно магистратура, а потом аспирантура. А в Америке нет толком магистратуры, на самом деле. Так. Будет запись стрима? Да, запись стрима будет. Запись стрима всегда бывает, поскольку она автоматически происходит, и мне нужно ее как-то заблокировать, чтобы она не выкладывалась, но я не собираюсь это делать, поэтому будет, конечно. Так. Спасибо за совет. Да, пожалуйста. Насколько важны оценки при поступлении в магистратуру и аспирантуру за границу? Ну, я, конечно, не приемная комиссия, не знаю, но оценки спрашивают. И это может сыграть роль, например, когда вам дают стипендию. Мне вот сильно повезло, я ботал в МГИМО активно, у меня были там только 5, не было ни одной 4, и поэтому как бы ни конвертировали оценки, у меня все равно 100% получается или полный GPA. Но с этим GPA мне быстрее дали стипендию, конечно, которая покрыла мое обучение потом в Италии и в Америке, еще и сверху денег дали. Это сильно мне помогло, поскольку без этой стипендии я не смог бы учиться в Баконе, потому что денег бы не было. Поэтому, да, помогает. В аспирантуре, насколько помогает? В аспирантуре, мне кажется, больше помогает ваша научная деятельность и какие-то связи с преподавателями, которые преподают на тех программах, где вам интересно. То есть если у вас есть препод, который дружит с тем преподом в Гарварде, а такое бывает, например, если вы в РЭШ учитесь, то у вас сильно больше шансов, чем если вы просто такие классные закончили МГИМО со всеми 5, но потом не можете никакими похвастаться научной деятельностью, либо работать с каким-то профессором. Поэтому в аспирантуре немножко другое, а в магистратуру очень помогало. И мне кажется, что в Стэнфорд тоже помогало, когда я поступал, хотя это не совсем магистратура, это MBA, но там в любом случае смотрят, насколько человек может справляться с сложными задачками и со сложными курсами, которые там будут давать. И, конечно, если у тебя 5 в бакалавриате, они подумают, ну, может, наверное. А если еще и GMAT хороший, то окей, значит, здесь мы тик ставим, с академической частью справиться. Давайте посмотрим, насколько он интересный человек, но это уже отдельная песня. Так. Как в Европе относится к нашему опыту в сфере маркетинга на базовых позициях? Будет ли преимуществом магистратуры? Цель работы в Великобритании в сфере маркетинга. К нашему опыту относится плохо, как, в принципе, к любому опыту не международному. Если у тебя просто опыт в маркетинге на начальных позициях в России, в Великобритании всем на него плевать. В магистратуре стоит поучиться, да, тогда у тебя будет какой-то шанс остаться в Великобритании, но тоже не очевидный, поскольку компании не любят спонсировать визы. Нужно сильно им там понравиться, чтобы они тебя взяли. Но если ты не будешь работать, не будешь учиться там в магистратуре, то попасть на работу в Великобританию, работая чисто в России, не выйдет. Мне вот за все время у меня, наверное, было штуки 4 звонков с рекрутерами из Англии, и даже этим 4 звонкам, 4 немного, даже всего-навсего 4 звонкам я обязан тем, что я делал проекты в McKinsey в Лондоне, делал их достаточно много, и поэтому у меня был опыт международный, в том числе работы в Англии. И это худо-бедно котируется. То есть я, конечно, не работал там full-time, там много месяцев, но у меня было много проектов, и я как-то взаимодействовал с Англией. Казалось бы, не то, что большой опыт, но все же вот на него же смотрят, это такой deal-breaker. Если такого нет, и вы просто в России работали, то, конечно, тогда рассматривать не будут, к сожалению. Можно попытаться перевестись в рамках своей компании в другую страну, конечно, но это не просто. Google переводит, вот, например, а если это просто какая-то российская компания, то, наверное, вряд ли. Тем более маркетинг. Вот какие-нибудь финансы еще, может быть, инвестиции, маркетинг, вряд ли. В общем, я о таком не слышал.
честно. Так, Мюнхенский университет Людвига Максимилиана в Германии. Что-то я не припомню такое, если честно, но, может быть, просто я на немецкий университет особо не смотрел. Я, видимо, когда немецкий учил еще в универе, не сильно хорошо его выучил и уже не планировал ехать в Германию учиться, позориться со своим немецким. Поэтому толком не знаю, не вспомню. Может быть, нет. Так, разработчик software versus консультант на Западе. Так, Петр написал, и это имеется в виду, скорее всего, что лучше. Ну, что лучше, что вам больше нравится. Я не знаю. Разработчик – это человек, это зависит от вашего склада характера еще. Разработчик – это человек, который меньше общается с людьми, больше общается с машиной. Вот вы очень любите существовать в своем внутреннем мире, который вы придумаете за счет вашего крутого абстрактного мышления. Вы можете его реализовывать на клавиатуре, и вас не парит то, что нужно дебажить программы подолгу, и то, что они валяются, и то, что непонятно, что происходит. Вы готовы починить, вам нравится этот процесс. Тогда, конечно, разработчик. Если вам нравится общаться с людьми, делать какие-то анализ, потом его представлять людям, выступать на публике, говорить о результатах, проблем-солвить с командой, и вы такой экстраверт, которому важно общаться с другими людьми, то, конечно, консультант. Тогда экстраверты, программисты, они бывают, конечно, но, наверное, лучше все-таки быть консультантом, экстравертом. Интровертом консультанты тоже бывают, но потяжелее. Проще, наверное, быть экстравертом, грубо говоря, так. Так, дальше. Спасибо за совет. Недавно наткнулся на ваш канал. Респект за контент. В том же духе. Спасибо. Будем стараться. И это, кстати, канал – это наш приоритетный план в этом году, поэтому мы будем стараться и думаю, что что-то полезное еще вам расскажем. Благо, теперь у нас есть еще и крутая камера, еще у нас есть крутая студия, которую мы недавно нашли, и там тоже крутое оборудование, и есть еще несколько клевых людей, с кем я хотел поговорить, о ком очень интересно будет узнать их истории. Поэтому ждите, будет дальше клево. Так, что там дальше пишут? Что думаешь насчет SAMS MIM магистратуры? MIM – это Master in Management, по-моему, да? А SAMS… да, SAMS знаю, это вот эта магистратура на 30 универов, по-моему, международная. Да. Слушай, если честно, мне не очень нравится магистратура по менеджменту. Просто потому, что менеджмент – это обычно такая штука, в которой очень важно разобраться, она очень-очень важна, но в ней ты разбираешься потом, когда ты уже доходишь до уровня менеджмента. А когда ты еще уровня исполнителя-аналитика, лучше разобраться с чем-то более техническим, на мой взгляд, чем-то более таким сложным для мышления. Потому что менеджмент – это обычно просто какие-то принципы, которые ты зазубриваешь из скучной книжки, и потом все равно забываешь и не можешь их применить, а еще тем более никто тебя менеджером сразу не поставит. А вот эти всякие абстрактные, сложные предметы, они здорово мозг прокачивают. И если тебе пригодится, вот эти другие способы мышления и креатив, который дает тебе изучение математики, поможет тебе потом в дальнейшем. А менеджмент ты заботаешь там на MBA или дальше, я не знаю, вот по книгам. О, кстати, если не показывал, сейчас читаю Рэя Далио. Вот как раз, мне кажется, вот это сильно лучше. Опять же, это мое мнение, я могу ошибаться, и, может быть, я просто ничего не шарю. Но я, поскольку сам шел на магистратуру, которая сильно техническая, и если бы вернуть время назад, я бы и сейчас не пошел на менеджмент, я бы и дальше пошел на что-то более техническое. Может быть, не совсем программирование, не надо всем становиться программистами, но хотя бы там математика похитрее и немножко мозги потренировать на ней. Так, дальше. Насколько стартапы за границей требовательны к наличию GMAT, GRI? Ни насколько. Они требовательны к наличию разрешения на работу. Если они готовы тебя взять и заморочиться с тобой для визы, то плевать им на GMAT, GRI, честно. Если они не готовы заморочиться, им тоже плевать на GMAT, GRI. GMAT, GRI важен, чтобы пройти на MBA или в магистратуру, а MBA или магистратура даст тебе возможность работать в Америке после
после обучения. Еще год там как минимум, а потом, если получится, продлить и больше. То есть вот для этого пути важно, и получается, что школы заботятся о GMAT, при этом обучение в школах важно для разрешения на работу, а стартапы заботятся о разрешении на работу. Вот такая связь, а напрямую связи нет, насколько мне известно. ИБ в России жив или мертв? Мертв. И тут ничего особо не скажешь. У нас ведь даже был курс про инвестиционные банки, который мы успешно прикрыли, несмотря на то, что ребята потом устраивались хорошо, на самом деле. В тот же Сбербанк у нас ребята проходили, и даже один человек за границу поехал в IB работать, но уж больно мертвый рынок, и почти никого не берет. Вот поэтому мы там преподаем больше тот же консалтинг. Потому что консалтинг, он больше, и он, по крайней мере, даже разрастается, несмотря на то, что все говорят кризис, не кризис, там есть какое-то развитие. А вот IB, так, к сожалению, пока... Может быть, он вернется и все будет лучше, но пока возвращаться не собирается. Насколько мне известно из общения с друзьями, кто в IB работает. Так, дальше. Привет, скажи, пожалуйста, как ты лично справляешься со стрессом на работе? Я сам работал в IB, но недолго. Ревнул как раз-таки из-за овернайта постоянного стресса. Неправильно сделал. Молодец. Ну, думаю, что тут стоит разделить McKinsey и Fles. В McKinsey как справлялся? Ну, во-первых, старался менеджить свою работу так, чтобы я делал вот то, что я могу сделать, а то, что я не могу, заранее об этом договариваться с менеджером. Иногда из-за этого случались конфликты, потому что менеджер хотел, чтобы я кучу всего сделал, а я говорю, нет, вот это я не успею сделать. И тут нужно уметь говорить «нет». Вот, видимо, «нет» говорить у меня получалось. Иногда из-за этого не то, что проект сильно хорошо шел, но, по крайней мере, я понимал, что если я сейчас наобещаю кучу всего, я умру. Менеджер скажет, ну, блин, ну, извини, там, ты опять не поспал ночью. Соответственно, за свое здоровье и за свой график отвечаю я сам. Поэтому лучше я скажу, нет, давай-ка мы это запушбэчим, и давай мы обсудим с партнером, что это не стоит делать, чем я сейчас пообещаю и потом буду страдать. Ну уж увольте. Это первое. Второе, если уж действительно много работы, все равно работы бывает много, и ты не можешь сказать, я ничего не буду делать. Все равно работу нужно делать. Мне помогает отвлечься. Кому-то помогает медитация. Я, кстати, планирую медитацию попробовать в какой-то момент. Я сейчас начал тренироваться так понемножку сам, но пока не очень получается. Мне помогает отвлечься прогулка. Вот когда я хожу или бегаю, или езжу на велосипеде, в общем, каким-то образом передвигаюсь за счет физической активности, мне сильно помогает это голову развеять, отдохнуть, набраться сил, может быть, даже какой-то новых мыслей в голову себе запихнуть и использовать их потом уже для работы, уже с новыми силами, так сказать. Вот такой перерыв в работе сильно помогает. Во Fles что помогает? Ну, во-первых, то, что тут все-таки работу мы сами себе определяем, решаем, что важно, что не важно, и тут у меня есть ощущение значимости того, что я делаю, которого у меня не было в McKinsey. Поэтому здесь, конечно, стресса у меня меньше. И опять же, у меня чуть больше возможности определять там какие-то коммитменты и понимать, вот здесь мы стоит сейчас делать, вот на этом мы фокусируемся, вот это мы пока отложим. То есть, опять же, вот этот вот принцип эссенциализма, про который сегодня, кстати, видео снял, вот скоро выложу, гораздо больше возможности применять, и за счет того, что больше этого эссенциализма применяю, меньше стресса. Ну и плюс сейчас уже, вот в McKinsey, когда я только начала работать, вот мы тогда с женой только поженились, а сейчас у меня уже есть семья, у меня 2 дочери, жена, с которыми я провожу время, и мне очень сильно помогает это отдохнуть. Вот я возвращаюсь домой, стараюсь выключить просто работу, делаю так, хоп, переключился, теперь я с семьей. Теперь я полностью с ними, фокусируюсь на том, что мы вместе, а не на том, что меня там на работе ждет. А потом, когда у меня заканчивается семейный день, я беру и дальше работаю, снова включается работа. И вот такое переключение мозга и эмоции, которые я получаю от семьи, они очень здорово мне помогают. Если бы у меня не было семьи, я думаю, что мне бы, конечно, было бы очень тоскливо и тяжелее гораздо было бы работать.
Поэтому вот это тоже очень сильно помогает. Наличие близких людей, которые поддерживают и делятся эмоциями. Так. Дальше. Спасибо за ответ. Уточни, пожалуйста, а для стажировок в той же Британии тоже спонсированные визы нужно? Для стажировок, да, оно проще, спонсирование это происходит, но тоже нужно, насколько я знаю, да. Поэтому лучше об этом позаботиться заранее. Ну и вообще, когда вы подаетесь в какие-то компании, вас не будут рассматривать, если они не могут спонсировать вашу стажировку. Обычно большие компании могут, либо, если не могут, они пишут об этом заранее, что там, we will consider only UK nationals, например. Вот если они такое пишут, все, можно не подавать. Если они такое не пишут, можно пробовать. И тогда спонсируют, и все тогда окей. И если вы еще хорошо эту стажировку проведете, то вам будет счастье, поскольку тогда вас уже, вы же понравитесь компании, для вас заморочиться с визой, и уже вы тогда останетесь там работать, и будет очень круто. Вот так. Дальше смотрим. Так, будут ли еще интервью с дата-сайентистами, а с инженерами вроде еще не было? Да, будут. Да. С дата-сайентистами не знаю пока. Мне кажется, что мы Data Science очень много покрыли. Что там еще можно рассказать? Если вы только не придумаете мне что-то полезное, вот в комментариях напишите, кстати, если есть какой-то крутой Data Scientist, либо вопрос, который еще хотите осветить, запросто снимем. А с инженерами, да, я планирую. Я, на самом деле, очень хочу снять интервью со своим братом. У меня брат инженер, бывший инженер в Гугле, а сейчас инженер в каком-то стартапе, где они тоже используют машинное обучение, он скорее вот data engineer / software engineer. И вот его опыт очень крутой и очень интересный, как он сразу после учебы попал в Google, как его с руками оторвали, как он в Гугле там работал, чему научился, как перешел в стартап, как вообще долина живет, там, что делают разработчики. И у него интересный взгляд на вещи, такой непредвзятый относительно того, что ой, как в долине круто, а как в России плохо, вот он так как раз не размышляет. О него много чего полезного можно услышать. Я сегодня как раз с ним созвонюсь, вот буквально сейчас закончится наш стрим, я созвонюсь с братом, посмотрим, может быть, я уговорю его снять интервью, будет тогда очень круто. Я думаю, что это будет очень интересно. Но если не уговорю, может быть, уговорю кого-то еще. В общем, да, инженеры точно будут, data scientists. Посмотрим, если вы кого-то прикольного посоветуете, либо какой-то интересный вопрос скажете, который еще не осветили, чтобы мы искали с кем поговорить. Так, дальше. Привет, подскажи, плиз, я работаю в оценке бизнеса в четверке, но хочу работать в инвестбанке. Что необходимо сделать, чтобы быть более востребованным для инвестиционных банков? Ну, знаешь, опять же, банки любят брать из универов, а не из универов брать не любят. И даже несмотря на то, что оценка бизнеса в четверке – это очень клевый, релевантный опыт, на него хуже смотрят. Просто потому что любят брать свеженьких студентов и их заставлять работать. При этом есть такая штука, как бизнес-школа, и она, на удивление, здесь работает. Вот, казалось бы, там сейчас бизнес-школа работает не так хорошо, как раньше с точки зрения переключения карьеры, а вот в IB работает. У меня есть хороший товарищ, вот мы с ним даже снимали интервью год назад, уже даже больше получается. Он вообще бывший юрист, пошел учиться в Чикаго, и после Чикаго пошел работать в инвестбанк в Нью-Йорке, правда, бутиковый, но тем не менее, и вполне себе там хорошо устроился. Поэтому вот, в принципе, вариант. Четверка, оценка бизнес-школа в Америке, там заботать банки, прям сильно постараться, это не очевидно, но реализуемо. И после этого пойти работать в банке. Если повезет, конечно, не так все просто, но дорогу осилит идущий. Поэтому можно попробовать, вполне себе может сработать. Так, дальше. Спасибо за ответ. Насколько легко перевестись внутри MBB в другой офис? Тяжело. Насколько отличаются требования к CV, образование опыта, если сразу податься в иностранный офис? Смотри, если сразу идешь в иностранный офис, чаще тебя будут рассматривать для местного офиса, у которого у тебя родной язык. То есть, например, какой-то офис постсоветского пространства. Тебя туда гораздо легче возьмут, другие офисы берут неохотно. Бывает, что берут, особенно после той же бизнес-школы, но нужно прям сильно постараться. И должна быть крутая бизнес-школа, из которой прям сильно хотят брать, и вы должны быть там крутые. Переводят так себе просто потому, что нужно, чтобы в другом офисе принимающем кто-то хотел вас взять.
по какой-то причине, потому что вы классный, вы умеете что-то делать, вы, не знаю, душа компании и тому подобное, ну, чтобы вас кто-то хотел взять. Это не просто нужно найти человека, который потенциально мог бы захотеть вас взять, с ним много поработать и убедить его вам помочь. Если такого человека нет, никто вас переводить не будет, и нет автоматической такой штуки, что типа, о, давайте его переведем. Есть программа ротации во всей тройке, и не только в тройке, кстати, во всех международных консалтинговых компаниях она есть, когда вы идете работать в другой офис на некоторое время, на полгода, на год, в ту же Америку, в Европу запросто поедете. Вы после этого возвращаетесь в Россию, вы не остаетесь там, но вы за это время наводите связи там, которые могут вам помочь потом остаться или переехать, вернуться, если захотите. Вполне себе вариант, я знаю много ребят, которые так ездили, на ротацию поехать сильно проще. Достаточно просто сказать «я хочу». В отличие от перевода в другой офис, где там нужно и очень сильно постараться. Поэтому ротация может быть вот вашим вариантом. После того, идти напрямую в иностранный офис сильно тяжелее, потому что там вы будете, например, в той же Америке, будете конкурировать с американцами, где, ко всему прочему, у вас есть недостаток даже не в знании английского, английский бог с ним, английский не важен. В смысле, английский у нас хороший, нормальный. Нехватка культуры, понимания культуры вот это вот. Если вы выросли в нашей российской, либо вот какой-то постсоветской, русскоязычной, там, скажем, культуре, ну, неважно, вообще в какой-то культуре, а потом перейти в американскую культуру будет очень тяжело. Поддерживать вот эти обсуждения про бейсбол, про спорт, обсуждать политику демократов, республиканцев так, чтобы быть в теме, понимать все эти шутки, понимать все эти... Знать их культуру, знать, например, их телепередачи, их шутки, их литературу. Литературу в меньшей степени, они меньше читают, чем мы, скорее телевидение. Вот это будет непросто. И это сходу у вас не будет, поэтому у вас будет такой гандикап относительно других кандидатов. А поскольку и так в консалтинг тяжело попасть, а у вас еще и такой disadvantage, то проще, конечно, идти в местный офис. Так. Дальше. Можете пригласить людей из консалтинга, кто подобно вам сменил карьеру. Да, кстати, хорошая идея. Я думаю, что позовем. Есть прикольные ребята. Да, и кто образованием занимается, например. А еще, спойлер, у нас на следующей неделе будет интервью с Костей Борисовым. Это очень крутой парень из BCG, который сейчас пошел в космонавты. И пошел, вот сейчас он учится в, как это правильно называется, у Роскосмоса, не школа космонавтов, нет, но, в общем, вот эти подготовительные курсы двухгодичные, после которых у него будет возможность там попытаться в каких-то миссиях участвовать. И вот человек был консультантом, стал космонавтом. Блин, это очень круто. Вот, мне кажется, сильнее поворота я пока еще не видел. Мы с ним встречаемся на следующей неделе, и я прям очень жду интервью, думаю, ой, будет очень круто. Мы всю осень пытались договориться с Роскосмосом, получить у них разрешение. Тут они разрешение дали, так что, будет интересно. Так. Для магистратуры в том же Баконе нужен Джумаджрей или подтверждение знаний итальянского? Джумаджрей нужен, особенно если вы на английском учитесь. Для английского точно нужен Джумаджрей, итальянский не нужен. Для обучения на итальянском, по-моему, Джимат тоже нужен, и плюс еще Чилс какой-нибудь. Чилс – это экзамен на итальянском языке. Вот я почему пошел на английском учиться, а на итальянском, у меня не было времени еще экзамен по итальянскому сдавать, я подумал, окей, буду учиться на английском. Что оказалось даже отличной идеей, на самом деле, потому что смог английский потренировать даже очень неплохо. С итальянским побольше бы возился, наверное. Ну, в общем, на английский итальянский не нужен. Так. Можно ли задавать вопросы, не связанные с темой менеджмента? Да, можно, конечно. Единственное, у нас осталось мало времени. Я думаю, что сейчас возьму последний буквально вопрос, и мы встретимся с вами через, я не знаю, через неделю, через две, посмотрим, насколько интересно вообще будут office hours. Если будет интересно, будем чаще встречаться. Если будет неинтересно, будем реже. В общем, вопрос. Так, вот, Куаныш пишет. Касательно инвестбанка, какие бизнес-школы за границей рекомендуешь для перехода в IB? Вот Чикаго, пожалуйста. В принципе, все топ-10 бизнес-школ, наверное, вот то, что в большинстве рейтингов вы увидите в топ-10, они подойдут. Не обязательно смотреть только Гарвард, Стэнфорд, Уортон.
можно мыслить шире, и стоит мыслить шире, потому что у вас гораздо больше шансов будет пойти в крутую, построить клевую карьеру, если вы идете в школу, которая не так сильно распиарена, куда не так сильно ломится все. Помните Питера Тиля, который говорил, что competition is for losers? Вот лучше конкуренцию стараться избегать, конечно. Так, а сколько времени ты готовился к ШАТ? Нет, к ШАТ я готовился не год, я готовился с мая, с конца апреля по июнь, ну вот как экзамены были, 370 часов. Про это, кстати, даже видео было, какое-то видео про ШАТ было, 370 часов я готовился, в принципе, хватило. Какие у тебя будут советы по career change для опытных уже специалистов? Ну, я думаю, что лучше всего постепенно менять карьеру, начать с развития какого-то хобби, которое вам интересно, и это хобби постепенно превращать в фриланс, а из фриланса уже полноценную работу. В принципе, со флесом также было. Когда я ушел из McKinsey, я начал совсем просто работая один. Постепенно чуть флес рос, я мог еще кого-то позвать, людей, кто лучше делает что-то, кто мне может помочь. Там Даша помогает с маркетингом и с общением со студентами. Там Ваня занимается продакшеном видео, потом Вика занимается дизайном, потом Маша занимается разработкой. Также там преподаватели, которые отдельные курсы ведут, хотя я начинал все с одного курса. Здесь точно так же. Вот вы начинаете как хобби. Хобби у меня было блог. Потом это как фриланс. Окей, я коучил по кейсам. Потом это фриланс чуть серьезнее стал у меня один курс, потом курсы разрастались, и постепенно это идет так вширь. Это, конечно, никакой там скорость стартапа, которую мы привыкли видеть, там типа Uber, там, я не знаю, в 10 раз вырос там, за несколько месяцев. Нет, здесь все медленней, но если набраться терпения, результат приходит. И вот так как раз можно вполне себе менять карьеру. Был консультант, стал преподавателем. Так. Дальше. Не кажется ли тебе, что ты распыляешься, занимаясь два дела сразу? В результате ведь хуже фокус. У меня есть такие ощущения, я согласен. Мне бывает... У меня бывает такое ощущение, что хотелось бы еще сильнее сфокусироваться, но вот сейчас не получается, к сожалению. Вот у меня есть две вещи, которыми мне важно заниматься. Это аналитика, вот тот же ШАТ, который ведет к аналитической части, и производство контента по видеочасти вообще edutainment. Вообще я вижу, что в дальнейшем образование будет складываться из двух вещей. Это аналитика, по сути, АИ в образовании, который пока никто толком не смог запихнуть, но который туда придет скоро, и я хочу в этом тоже участвовать. И второе – это то, чтобы была мотивация людей заниматься. Контента куча, а как его сделать интересно, непонятно. И вот с этой темой нам нужно тоже разбираться. И мы, получается, балансируем между вот этих двух огней. Edutainment, с одной стороны, и аналитика /hardcore AI или попытки с ним познакомиться с другой. К сожалению, не получается избавиться от одного, приходится делать и то, и другое. Но опять же, если верить тому же Рэю Далио, иногда, когда выбираешь между двумя альтернативами, есть возможность, если получше подумать, найти золотую середину и как-то балансировать. Я знаю, что это противоречит эссенциализму и то, что я говорил в видео про фокус еще, да, но посмотрим, насколько у меня вот это получится совместить. Может быть и нет, но тогда это будет хорошим уроком и для меня, и для всех нас, поскольку вы сможете за этим наблюдать. Но я надеюсь, что получится, и тогда это тоже будет хороший урок. Вот и посмотрим. Так, онлайн-бизнес-школы можно рассматривать? Смотри, для того, чтобы мигрировать, скорее нет. По-моему, у них нет возможности давать разрешение на работу. Вот это вот, как он называется, ОФП, что-то такое. Ну, в общем, с ними нельзя работать. Знания будут, возможно, не хуже. А вот разрешение на работу скорее нет. Ты после ШАДа куда планируешь пойти? Ты сейчас на каком курсе, сколько времени уходит на учебу? Про это отдельное видео есть, если грубо, 40 часов в неделю. Посмотри, там про это есть отдельно. После ШАДа я планирую во флес остаться. И, собственно, ШАД вообще нужен ради флеса, а не флес ради ШАДа. Для того, чтобы вот эти вещи, которые изучаю, потом внедрить в аналитику как раз. Вот о том, о чем я говорил 2 минуты назад. И посмотрим, насколько это получится. Есть, конечно, риск, что ШАД куча даст каких-то сложных инструментов, которые непонятно, как внедрить.
Но я надеюсь, что все-таки я с этим справлюсь. Это, по сути, знаете, как вот мультик про летучий корабль. Там, где Иванушка строил корабль, ему дали вот эти инструменты, которым ты фиг управишься. Ну да, инструменты сложные, попробуй еще научись ими работать. Но если научишься работать, построишь летучий корабль. Вот я хочу здесь сделать то же самое. Посмотрим, что из этого выйдет, но опять же, наблюдайте и учитесь на моих ошибках. Так. Есть конкуренты в лес в мире? Да, конечно, полно. Все онлайн-образование, что угодно, все конкурент. Если назвать, если вот так широко смотреть, но лучше широко смотреть, конечно. Если смотреть супер узко по подготовке к консалтингу, там тоже есть, достаточно загуглить, я не знаю, Firms Consulting, отличные ребята, клево коучат. Есть куча компаний, которые производят тесты. Правда, тесты у них так себе, но все же. Поэтому я думаю, есть еще куча нишевых компаний, о которых мы просто не знаем, потому что они маленькие, и у них маркетинг не такой, чтобы про них мы узнали. Поэтому да полно, конечно. А почему ты выбрал ШАТ, а не магистратуру в ШЭ совместно с Яндексом? Потому что пришлось бы тратить время на магистратуру в ШЭ. Так я хожу только в ШАТ и трачу время на ШАТ. А если мне еще пришлось бы тратить на магистратуру в вышке, это был бы вообще waste of time страшный. И мне это не нужно. Магистратура у меня уже есть, мне корочка не нужна. Мне нужны конкретные вещи, которые я хочу получить из ШАТа. Вот их я и получаю. Этот стрим будет доступен потом? Да, будет. Все стримы у нас доступны потом. Смотрите в записи, мы никуда их не денем. Так, добрый день. Я веб-разработчик, но хотел бы поверхностно познакомиться с Big Data в бизнесе. Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь книжку. Поверхностно с Big Data в бизнесе. Блин, не знаю, к сожалению. К сожалению, не могу посоветовать. Хороший вопрос, на самом деле. Я постараюсь на него ответить, я поищу что-нибудь. И на самом деле об этом интересно даже в видео рассказать. Что Big Data умеет делать? Окей, записал. Так, супер, вроде бы вот час прошел, еще и вопросы все закончились. Давайте так, я не хочу никого обидеть, чтобы убедиться, что на все вопросы ответил. Давайте сейчас еще буквально 30 секунд, если вопросы не появляются, оставляем все оставшиеся вопросы до следующего стрима. Если вопросы появляются, с радостью отвечу. Надо сделать генератор тайм-кодов для записи трансляции по вопросам. Да, это было бы сильно полезно. И я помню, в прошлый раз ребята помогли, было очень клево. Если кто-то может помочь сделать тайм-коды, супер, буду благодарен. Если нет, ну ладно, сегодня в этот раз вопросов было меньше. Генератор тайм-кодов как сделать? Да, было бы идеально, но это нужна программа, которая очень неплохо шарит и понимает вопросы. Поскольку из моей болтовни вычленить вопрос бывает непросто. Человек это может сделать, машина не может. Пока мы еще не там. Ну, хотя, наверное, уже скоро будем там. Так, ну что? Вопросов вроде больше нет? Ладно, всем спасибо, ребят. До связи через неделю, наверное. Ну, в общем, отпишусь, когда встретимся. Все, всем спасибо.